Это самая первая ошибка начинающих мастеров. Всем привет, вы на канале Основы ремонта. У меня выпал шанс показать вам, как наносить караед. В караед я сегодня буду использовать вот такой вот витонит, декоративная штукатурка белая. Фракция ее 2 мм. Что значит фракция? Это значит толщина камушков, которые находятся непосредственно в смеси, в караеде. И это у нас не фасад, это отделка, здесь немножко все по-другому происходит. Но фасадную тему мы пока что оставим. Там другая подготовка основания, все другое. На отделке нам нужна ровно оштукатуренная стена, в моем случае она еще и пошпаклевана. Первым делом, что мы делаем, это мы сначала грунтуем поверхность обычной акриловой грунтовкой. Я грунтовал вот таким концентратом, тоже от Weber компании, разводится 1 к 3, 1 к 4. После того, как акриловая грунтовка высохла, нужно нанести уже специальную грунтовку для декоративных штукатурок. Использовал я вот такую грунтовку, церезит, грунтовка под декоративной штукатурки. И выглядит она вот так. Она придает шероховатость стены. За эту шероховатость будет держаться наша декоративная штукатурка караед. Принцип такой же, что и бетоноконтакт для гипсовых штукатурок. Если у нас гладкая поверхность, гипсовой штукатурки не за что держаться, для этого используют бетоноконтакт, он создает шероховатость, кварцевый песок, за него держится штукатурка гипсовая. Точно так же и караед будет держаться за этот грунт. Первое — это подготовка основания, оно должно быть ровное. В следующий момент мы грунтуем акриловой грунтовкой, чтобы как бы распределить впитываемость основания, ну и плюс его немножко скрепить. Следующий момент — это наносим уже специальную грунтовку для декоративных штукатурок. Четвертое, начинаем караедить. Такие старенькие у меня уже фасадные шпателя, но они еще вполне себе рабочие. Начинать нужно с какого-нибудь верхнего угла и постепенно спускаться вниз и идти по стене дальше. Если у вас небольшая стенка, это все можно сделать одному. Там, допустим, квадратов 10-15 спокойно один человек может сделать. Если больше, у вас большой объем, то тут уже лучше вдвоем. Один наносит, следом идет человек, уже затирает. Я буду показывать на небольшом отрезке стены, здесь где-то 2 метра на 2,50, потому что я даже с пола достаю почти вот до потолка. Сверху начну, а вот этот отрезок уже более подробно мы с вами разберем. Спустился я от потолка чуть ниже, чтобы вам было видно. Ну и с чего мы начинаем? Караед должен быть достаточно жидкий, и не густой, не жидкий, густая сметана. Если вы хотите, чтобы караед не быстро сох, лучше сначала наносить толстый слой, нанесли какой-то участок, только потом мы уже начинаем снимать. Тем самым мы немножко продлеваем его высыхание. Если сразу, допустим, наносить и снимать на сдир, ну, естественно, будет быстрее высыхать. Поэтому наша задача сейчас нанести какой-то отрезок небольшой, караеда потолще, а потом будем снимать. Наносим в изобилии его. Не надо сразу ничего снимать. Наша задача просто нанести его на стену. Вот для чего нужен такой широкий фасадный шпатель. У меня про него есть видео. Может, кто-то видел, кто-то нет. Посмотрите. Широкая площадка для того, чтобы можно было побольше нанести материала. Если вы хотите, чтобы у вас вот эти смежные углы получились красивые, чтобы по-свежему не задевать один другой угол, нужно распределить работу так, что сегодня вы сделали какие-то одни стены, на следующий день уже смежные с ними. Вот эту стенку я уже вчера закараедил, поэтому не боюсь повредить этот караед, спокойно от него сейчас отвожусь. То есть тоже один из моментов. После того, как перенесли материал с ведра на стену, нужно снять излишки. Снимать нужно, вот прям скажу, надо сильно прижимать, но контролировать, чтобы вот эти зерна все оставались на стене, чтобы вы не снимали вот эти камушки. Они и будут нам в дальнейшем создавать рисунок. Поэтому нажимаем, прижимаем шпатель сильно, но однако контролируем, мы ведем шпатель именно по зерну, не снимаем зерно.
Именно вот такая вот стиральная доска должна у вас получиться. Я сейчас сделаю до пола, а потом к вам вернусь. Существует два основных вида формирования рисунка короеда. Это, как правило, дождик, у нас вертикальные линии, и барашек. Мы закручиваем его в разные стороны, скажем так. Барашек проще не бывает. Представляем терку, делаем либо короткие такие круговые движения, у вас будет очень частый рисунок, частый такой меленький барашек. Либо вот такие вот большие движения в разные стороны, мы закручиваем наши камушки и получаем рисунок барашек. У меня будет дождик, дождик тоже, ничего сложного нету. Мы просто делаем вертикальные движения. Я никогда не тру вот так. Если вы будете тереть вверх и вниз одновременно, у вас будут короткие полосы. В принципе, тоже можно, но я почему-то больше предпочитаю в одном направлении. То есть я двигаюсь сверху вниз и, допустим, с пола, соответственно, снизу вверх, тихонечко его аккуратненько поднимаю рисунок вверх. А так, в основном, если мы делаем от потолка, работаем, просто вот такие вот движения. И мы можем заметить, как уже в принципе формируется наш рисунок. Смотрите внимательно, не пропускайте, чтобы у вас нигде вот эта гребенка не оставалась. Когда вы покрасите, это все будет видно и очень будет некрасиво. Это самая первая ошибка начинающих мастеров. Я в своей жизни закороедил тысячи квадратов, потому что я работал 6 лет отработал на утеплении фасадов. Я знаю, что такое короед. Мы в день сгоняли каждый по 50 квадратов. У нас были механические люльки, 55 метров высота, здание, 16-этажный дом. Вот и представляете, каждый день я делал вот эту работу. Почти что каждый день, когда приходит время короеда, люльки встали в ряд и погнали молотить вот эти 1000 квадратов. Когда я поднимаю терку, я не прижимаю, только прижимаю, когда вниз опускаю. После того, как короед подсохнет, я еще маленькую манипуляцию сделаю, но в конце ролика все увидите. Здесь плюс в том, что нигде особо не видно, если какие-то будут сколы, чем-то вы стукнули, ударили, он весь такой вот шершавый, непонятно, короед, одним словом. Не особо будут видны на нем какие-то повреждения. Ну и, естественно, под покраску что-то замазалось, подкрасили, и все на этом. Не надо обои переклеивать, не надо там стену идеальную под покраску. Если вы коснете, надо немножко ее подшпаклевать будет, зашлифовать, загрунтовать, закрасить. А здесь просто краской помазал и все. Ну да, здесь у нас помещение техническое, это будет кладовка. Но почему бы не делать короедом балконы, прихожие, например, какие-то проходные коридоры. Короед можно не только, допустим, покрасить. Я видел, его покрывают лаком. Лак чуть-чуть темнее тоном заколеровать. Все это залакировать, он будет блестеть. Вот эти все ямочки, все вот эти царапинки, они больше будут проявляться. Будет достаточно интересно смотреться. Я даже делал с короеда карту мира, тоже неплохо смотрится. Хорошее, качественное, прочное, долговечное покрытие. Почему бы и нет? Вот я и подошел уже к финишному формированию моей поверхности. Кому-то больше так нравится. Можно даже по-свежему. Как только я нанес короед, сразу его теркой протереть. Рисунок будет похожий, но чуть-чуть другой. Он будет более такой, скажем, выпуклый, что ли, царапанный. А вот здесь у меня уже чуть-чуть он гладкий получилось. Поверхность более-менее гладкая. И только наши полосочки. Как будто жук-короед все это повыгрызал. А мне больше нравится, когда короед вот именно гладкая поверхность в основном. И видны только полоски. Для этого мы берем вот такую гладилку. И после того, как он немножко подсох, мы наш короед уплотняем. Просто давим на терку и заглаживаем.
Ну вот и готова наша стеночка. Осталось только покрасить, поставить здесь полочки, шкафчики, и кладовка готова. Кому видео было полезным, не забываем по традиции ставить палец вверх. Всем пока, скоро увидимся.